Я приветствую всех, кто так же, как и я, задается вопросом, каково же это пересесть с подержанной иномарки на новенький отечественный УАЗ Хантер. О результатах своего эксперимента я буду регулярно рассказывать в своих 5-минутных видео только по делу. Это мой старенький караван. Высокая посадка, обзор, вместимость начисто перечеркивались коррозией и внезапно подорожавшими запчастями. Надоело мне ежемесячно выкидывать по 30 тысяч на ремонт. Зимой в какие-то дни на нем вообще было не выехать. А главное, последний год я возил воздух, точнее пустой задний диван. Только мучился на парковках из-за длинного кузова. А тут УАЗик, тот же караван, только без третьего ряда. Доступный ремонт, высокая посадка, вместимость, проходимость. Ну как тут не призадуматься? Тем более, что по деньгам УАЗик с доработками выходил в ту же цену, что пока еще давали за караван. Почему бы не попробовать? Заодно и с людьми опытом поделюсь. Ведь многие из вас с детства мечтали о собственном УАЗике. Начал я, конечно, с подержанных машин. Думал, сейчас как куплю дотянутую машину, 100-200 дешевле. Но не тут-то было. Все годовалые двухлетние хантеры уже были хорошо знакомы с бездорожьем, но мало знакомы с нормальным антикором. Ржавые, ободранные изнутри и снаружи, пропитанные ароматом не то чеснока, не то мокрой собаки. В общем, решил я смотреть новый. Тем более, что старый добрый козлик снова на конвейере. С катафорезным грунтом, доработанной печкой и креплением детских сидений ISOFIX. Но это в теории. Вот он, новый автомобиль, готовый к выдаче. Он брутальный, проходимый, железный, это мы все знаем. Я вам покажу то, что мне особенно понравилось в сравнении с караваном. Первое. Компоновка. Смотрите, какой он компактный. 4 метра. На 40 сантиметров короче Тигуана. На 80 сантиметров короче каравана. Смотрите, какой аккуратный кубик. И насколько просторно внутри. Между сиденьями встает сумка с фотокамерой. А сколько можно запихнуть в багажник, особенно сложив второй ряд. Дверь открывается как надо, с тротуара. Родной диван пришлось сразу отправить на чердак. О его замене на чудо-сидушки будет отдельный рассказ. Пройдемся с рулеткой. Высота проема ровно метр. А наискосок можно положить даже 3-метровый плинтус, или рейку, или карниз. Без заднего дивана имеем почти 1,5 метра от ручника до задней калитки. И те же 1,5 метра в багажнике от стенки до стенки, если замерять по аркам колес. Ну а если отвинтить 3 болта, что крепит переднее пассажирское сиденье. Второе. Кондовость и простота. Масляный радиатор для тяжелых условий. Под капотом ничего лишнего. Хорошая доступность для ремонта. Тут тоже все просто. Никаких тебе Макферсонов. Пружины отдельно, амортизаторы отдельно. Меняй не хочу. Электрика примитивная. Никаких тебе датчиков на дверях, электрозамков, электрозаслонок в печке и прочей мути. Печка прекрасно греет и в таком виде. Третье. Есть подкрылки, кожух двигателя, коробки, раздатки, тормозного барабана. Даже был отлично нанесен антикор. Ну и дальше несколько мелких штрихов. Мне очень понравилась подножка, которая скрывается самой дверью. При таком дорожном просвете она здорово облегчает посадку. Через нее также уходит вода из салона. Вещь. Здорово придумано место для огнетушителя рядом с дверью переднего пассажира. Однажды он даже выручил людей на дороге. А скошенные дверцы позволяют парковаться в полуметре от легковой машины или парковочного столбика. Смотрите, как дверь огибает боковину. Приборы – это отдельный ностальгический восторг. У них даже регулируется яркость. По посадке и динамике Хантер очень похож на караван. Реальную максималку проверим после обкатки. Итак, сама по себе модель вполне может справляться с задачами по перевозке всякой всячины для дома в деревне и не напрягать дорогим ремонтом. А о качестве сборки, реалиях эксплуатации и вынужденных доработках я расскажу в следующих частях.